Всем привет! На форум чердака пришло письмо. Пропала девушка при очень странных обстоятельствах. Приехала в Москву полгода назад. Работа нравилась, счастливый брак. Родные уверены, что она умерла. Подруга, которая нам написала, не верит в это. Мы собрали историю буквально по кускам, и теперь тоже не верим в ее смерть. Встает вопрос, как ей помочь. Слушайте историю до конца и пишите в комментариях свои идеи. Проблему надо решить, иначе люди не перестанут пропадать. И лично от себя добавлю. Мила, если ты слушаешь нас, найди Таню. Две девушки стояли на перроне Рязанского железнодорожного вокзала. «Мил, может, не поедешь в эту Москву, а? Давай сдадим билеты, тревожно мне очень». «Ну, Тань, ну ты чего? Из-за карт твоих, что ли? Ты что, веришь в эту Озвучили Гаррет Сторис. Таня схватила Милу за руку. «Мил, в этот раз верю. Очень странный расклад. 3 раза одно и то же, но это же явный знак. Вроде смерть, но не смерть. Я даже сфоткала его и форумы разослала. Тревожно мне, Мил. Может, подождешь полгодика, я универ закончу, и летом поедем вместе. Снимем квартиру, найдем работу». Мила мягко сняла Танину руку со своей. Взяла подругу за плечи и посмотрела ей прямо в глаза уверенным взглядом. «А я не верю в эти карты. А если не верю, то ничего и не случится. Сама подумай, Тань, что я тут буду делать эти полгода? Работы нет, даже накопить не смогу. А тут тетка пригласила пожить. Надо ловить такой шанс. Я поеду, освоюсь, а потом и ты приедешь». Мила смотрела на расстроенное лицо Тани. «Да перестань ты в самом деле, ну что со мной случится за полгода? Да и Рязань недалеко от Москвы, хоть каждые выходные приезжай, чтобы убедиться, что твои карты врут». Мила обняла Таню. «Ну все, иди домой. Как приеду к тетке, напишу тебе». И она, взяв сумку, направилась к вагону. Ехать было недолго. Через 2,5 часа будет Москва. Вагоны были набиты людьми. Люди ехали в столицу на работу. Рязань еще как-то пыхтит, а вот городки, которые ближе к столице, буквально истощены Москвой. Они уже давно не развиваются. Люди вынуждены ездить в Москву на работу каждый день. Такая жизнь Милу пугала. Она была молода, полна сил и энтузиазма. А главное, она верила в себя и в то, что у нее будет все иначе. Она будет жить по-другому. Сделает карьеру, найдет мужа, у них будет квартира в Москве, а не в пригороде. С такими мыслями Мила прислонилась к окну и задремала. А локомотив тянул 12 вагонов, забитых надеждами на счастье, жаждой богатств, людьми, для которых Москва представлялась сундуком сокровищ, до которого надо просто доехать, а там уж точно повезет, и жизнь изменится. Тетка Милу любила. У нее не было детей. Ее молодость пришлась на 90-е, и она дала себе слово, что не родит до тех пор, пока не будет уверена в своем финансовом положении. И она старалась, очень старалась. Но 2 финансовых кризиса в стране, обрушивших ее бизнес до нуля, не оставили ей никакого шанса на детей. Она вставала с колен, начинала снова и снова, а время утекало. И однажды женщина приняла решение не рожать, а все, что у нее есть, передать любимой племяннице. Мила была похожа на ее младшую сестру, высокая, пропорционально сложенная, длинные, густые, светло-рыжие волосы и глаза очень редкого цвета, желтого. Такой же цвет глаз был у самой тети и у мамы Милы. Компания тети занималась продажей подарочных наборов, и тетя предложила Миле поработать у нее, пока Таня освоится в городе. Москва съедает много времени, и первое, что нужно сделать приезжим, научиться организовывать это время. Поэтому тетя устроила Милу курьером. Каждый день Мила должна была забирать со склада товар, а затем отвозить его людям. Мила довольно быстро выучила схему метро и научилась организовывать свой день максимально эффективно. 3-й рабочий день начался для Милы в новых районах Москвы. Миле такие районы не особенно нравились. Она в них терялась. Казалось, что каждый человек в них уже не человек, а часть этого района, как призраки на летучем голландце в фильме про пиратов Карибского моря. Будто одинаковые дома делали одинаковыми всех людей. И именно это не нравилось Миле. Мила отыскала нужный дом, позвонила в домофон, оттарабанила стандартное курьерское приветствие и пошла к лифтам. Дверь ей открыл высокий молодой мужчина, брюнет с темными глазами. Мила протянула пакет и курьерскую накладную на подпись. Брюнет был странный.
Он не отрывал взгляд от Милиного лица. Казалось, оно его интересовало больше, чем сам товар. Не проверив товар и не глядя на накладную, подмахнул ее. Миле от его взгляда было очень неловко. Она покраснела и кляла себя за это. Ей захотелось развернуться и бежать, не оглядываясь от этого уверенного и подавляющего взгляда. Так она и хотела сделать, как вдруг мягким, низким голосом мужчина произнес: «А телефон?» Мила запнулась. Ей ничего не говорили про телефон. «Какой телефон?» Нервно сглотнув, посмотрела она на мужчину. «Ваш телефон. Если у меня возникнут претензии по доставке товара, я должен иметь телефон курьера». Говоря это, мужчина глядел ей прямо в глаза. Он не отпускал ее взгляд, и Мила, растерявшись, продиктовала ему свой личный телефон. Мужчина поблагодарил, попрощался и закрыл дверь. Весь день Мила была сама не своя. Она не понимала, что с ней такое было. Мила не подозревала, что может быть настолько безвольной. Вечером за чаем тетя, заметив, что Мила расстроена, поинтересовалась, что произошло. Мила пожаловалась на эти одинаковые дома, жилые районы, но рассказывать о своей оплошности не стала. Тетя согласилась, что да, в этих новых жилых кварталах можно легко потеряться, и хуже всего пожилым людям, которых заставили переехать из центра по программе реконструкции жилья. Например, именно в этом жилом квартале, где сегодня была Мила, по статистике, самое большое количество таких вот пожилых потеряшек, которые не понимают, как они сюда попали. То ли тетя постаралась, то ли просто так совпало, но на следующий день Миле достался центр Москвы. Быстро доставив все товары, она решила остаться и побродить тут еще немного. Если нырнуть во дворы, то там совсем другая Москва. Не шумная, никто никуда не торопится. Клены медленно скидывают свои большие яркие листья. Бабушки играют с внуками на детских площадках. Мерно скрипят качели. Мила села на скамейку и просто вбирала в себя эту жизнь. Она вроде бы была такая же, как в Рязани, но все же отличалась. В Рязани в людях чувствуется градус напряженности и тревоги. Все старательно выживают или ищут места получше. А тут люди просто живут. Им больше некуда стремиться. Они и так живут в лучшем городе страны. А значит, можно заняться не выживанием, просто жить. Размеренно, без тревог. Мила закрыла глаза и попыталась представить, что у нее все это уже есть. И как бы она тогда жила. Резкий звонок телефона вернул Милу в ее реальную жизнь. «Неизвестный номер». Она ответила: «Алло, кто это?» И услышала мягкий низкий голос, который она бы ни за что не спутала с другим. «Гуляева Людмила? Это вы?» «Да, я слушаю». «Вы вчера доставляли посылку по адресу». Мужчина назвал адрес, который Мила помнила и без него. Мила откашлялась. «Да? Что-то не так? У вас есть претензии?» «Есть. И нам надо срочно решить вопрос». «Но вы можете позвонить в компанию». «Давайте не будем привлекать сюда компанию и решим сами, как взрослые люди». «Хорошо. Можете описать, что не так. Я постараюсь решить». «Я даже могу показать. Вы где сейчас находитесь?» Мила растерялась. Она не знала Москву настолько хорошо, чтобы быстро сориентироваться. Она назвала мужчине последний адрес, который был указан в ее маршрутном листе. «Отлично. Рядом с вами есть небольшое кафе. Я тоже рядом. Идите туда, я сейчас подъеду». Мила вздохнула и пошла в кафе. Ох, как все неприятно. Но она уже взрослая, а у тети и так много проблем, сама решит. Она шла и перебирала в голове, что могло быть не так с доставкой. Но так ничего не придумав, решила подождать разговора с мужчиной. Мужчина уже ждал ее в кафе. Он представился Максом. Сегодня Макс был совершенно другим. Он обаятельно улыбнулся и, смущаясь, сказал, что обманул ее. И никаких претензий нет. Она ему просто очень понравилась. И попросил Милу выпить с ним кофе. Здесь варят отличный осенний кофе. Постепенно настороженность Милы сошла на нет. Ей неожиданно стало легко с ним. Мила почувствовала, что впервые настолько интересно чужому человеку. Макс задавал вопросы и очень внимательно слушал все, что она говорит. Они просидели 3 часа, попробовали еще пару кофе и местные пирожные. А потом Макс подвез ее домой, взяв с нее обещание завтра же вечером встретиться с ним снова.
концу первого месяца Мила была просто уверена, что Макс тот самый мужчина, с которым она проживет до самой старости. С каждым днем Мила все больше и больше влюблялась в него. Макс сумел обаять и тетю. Он предложил ей совместно инвестировать в производство товаров, которые раньше покупались у сторонних поставщиков. Тетя, чуть кокетничая, отшутилась, что вкладывается только в семью. Макс сверкнул глазами, резко приблизился к тете и низким голосом пробасил ей прямо в лицо, что именно это он и собирается сделать – стать их семьей. Что никуда он Милу не отпустит. Она стала ему очень дорога. Тетя, не ожидавшая такого стремительного развития событий, нервно хихикнула и сказала, что надо соблюсти порядок и познакомиться с семьей. Макс кивнул, сказал, что у него семьи нет, а с семьей Милы он всегда готов познакомиться, но надо все подготовить, чтобы было всем удобно. Через неделю после этого разговора Макс встретил Милу после работы и сообщил, что они сегодня едут к нему. Мила немного напряглась, но Макс улыбнулся и сказал, что ее ждет очень приятный сюрприз. Квартира Макса была в полумраке. Из главной комнаты слышалась легкая романтичная музыка. В самой комнате был накрыт стол, горели свечи. Мила подошла к столу. Макс сзади смущенно кашлянул. Мила обернулась. Макс стоял на одном колене и протягивал ей коробочку с кольцом. Мила задержала дыхание. Неужели? А дальше все было как в книгах. Почти. Макс, обволакивая ее сознание своим бархатным голосом, рассказал Миле, что он искал только ее одну всю жизнь и попросил стать его женой. Мила пискнула «да», с громким хлопком вылетела пробка из бутылки дорогого шампанского, звон бокалов. Мила успела сделать один глоток шампанского, как вдруг услышала звук ключа, открывающего входную дверь. А потом женский голос громко произнес: «Максик, я дома». У Милы все упало. Женат? Макс женат? Но что это тогда за цирк он устроил сегодня? В комнату вплыла женщина 50 лет. Она тоже опешила, увидев Милу, но быстро взяла себя в руки. Женщина окинула взглядом коробку с кольцом, полупустые бокалы с шампанским и расплылась в широкой улыбке. «Так это и есть твоя обожаемая Милочка, Макс. Ну, наконец-то! Я рада познакомиться с тобой». Макс кашлянул. «Мил, это Галина, наша домработница. Она мне как мать. После смерти родителей воспитывала меня. Живет со мной». Пока Макс говорил, Галина с обожанием смотрела на него. Миле даже показалось это обожание излишним, каким-то плотоядным, что ли. Она быстро откинула эти мысли. Галина искренне поздравила их и ушла ночевать к подруге, оставив Макса и Милу одних. После того вечера все завертелось очень быстро. Макс настоял на переезде Милы к нему. Затем он пригласил родителей Милы, чтобы отметить помолвку. Родителям он тоже очень понравился. Мама даже всплакнула, сказав, что теперь спокойно за Милу. Та будет жить и как сыр в масле кататься. Со свадьбы решили не затягивать и назначили ее через месяц. Миле казалось, что она потеряла контроль над своей жизнью, что ей нечем дышать, так все быстро развивалось. Не оставляла Милу и другая мысль. Была какая-то странность в поведении Галины, вернее, в ее отношении к ее жениху Максу. Галина жила с ними. Когда Мила спросила у Макса, могут ли они жить отдельно от нее, он сказал, что родственников у Галины нет, и что она всю жизнь посвятила ему, и он не может с ней так поступить. Но Мила не могла перестать замечать задержавшуюся руку Галины на волосах Макса. Или как менялся голос Галины, когда она обращалась к нему. Наверное, только женщины на каком-то тонком уровне подсознания способны это почувствовать. Однажды Мила увидела, что Галина незаметно для Макса наблюдала, как тот переодевается, и шептала что-то под нос. Помимо Галины произошел еще один странный случай, который напугал Милу до жути. Однажды вечером они с Максом поехали поужинать в ресторан. Выезжая с парковки, Мила увидела, что на проезжей части стоят старики и старухи. Около 15 человек. Макс раздраженно посигналил. Они синхронно повернулись и уставились на их машину. Пожилые люди медленно расступились, освобождая дорогу. При этом они продолжали неотрывно смотреть на Макса, сжав рты в плотную линию.
Машина выезжала на дорогу, а вдоль нее стояли старики и старухи и молча провожали их взглядом. Мила готова была поклясться, что в глубине двора тоже стояли старики. Их было не меньше сотни. В темноте они казались прозрачными, словно тени. Все они молча смотрели на них в упор и не двигались. «Старье! Ненавижу!» – процедил Макс. Его лицо скривилось от злости. Мила его таким не видела никогда. В тот вечер у нее от пережитого ужаса так скрутило живот, что она не могла есть. Макс был очень зол, звонил кому-то, а потом сообщил, что решил этот вопрос. Когда они возвращались, во дворе никого не было. Все это было странно, и Мила не могла уже держать в себе, но кому это рассказать? Все сочтут, что она сошла с ума. Все, кроме ее подруги, Тани. И она пригласила ее в гости. Макса она предупредила заранее, сказала, что Таня поможет выбрать ей свадебное платье. Он не возражал. Мила встретила Таню на вокзале. Подруги, повизгивая от радости, обнялись и попрыгали на перроне. Мила сразу же потащила Таню к себе домой. По пути она поделилась с ней своими подозрениями. Таня согласилась с Милой, что все это действительно странно. Войдя в квартиру, Таня как-то сразу напряглась. Галины дома не было. Она уехала к какой-то своей подруге на другой конец Москвы, так что у Милы с Таней было как минимум 2 часа, чтобы наговориться. Пока Мила наливала чай, Таня прямо на кухонном столе делала расклад. На скептический взгляд Милы она ответила, что просто проверяет. Так сказать, проводит промежуточный чекап ее судьбы. Расклад Тане не понравился, она нахмурилась. «Мил, ну снова то же самое, ничего легче не стало. Не знаю пока, что с этим делать, но буду искать». Подумав, она внимательно посмотрела на Милу и попросила показать ей комнату Галины. Она оказалась запертой. Тогда Таня направилась в их с Максом комнату. Она зачем-то потрогала косяки, затем открыла шкаф и стала осматривать одежду Макса. Вдруг она вскрикнула. «Ага, я так и знала. Вот». Таня повернулась к Миле с рубашкой Макса. На изнанке карандашом был нарисован какой-то знак. Это руна крада, так сказать, исполнение желаний. Ее используют для приворотов. Она даже звучит как-то стрёмно. Крада, как кража. Крадут твоего жениха, Мил. Прямо у тебя на глазах крадут. Уверена, что на каждой его вещи такой знак есть. Ищи. Милка вскочила, и они с Таней стали искать эту руну на вещах Макса. Нашли почти на каждой. Мила была шокирована. И что с этим делать? Отстирать? Это не отстирается, Мил. И это еще не самое страшное. Что ты имеешь в виду? Мало приворожить, надо еще и устранить соперницу. Соображаешь? Тебя, то есть. Где ты спишь? Здесь, растерялась Милка. Я имею в виду, с какой стороны кровати. С левой, у окна. Таня нырнула под кровать. Оттуда раздалось победное. Нашла! Таня вынырнула из-под кровати с небольшим предметом в руке. Это был крест из палок, связанный волосами Милы. «А вот с этим можно исправиться», — объявила Таня. «Пойдем на пустырь, закопаем и произнесем волшебные слова». «Тань, мы в Москве. Где я тебе тут пустырь найду?» «Ну, можно и в песочнице. Одевайся». Выполнив обряд, подруги сидели на скамейке и обсуждали, как быть Миле дальше. Макс ни за что не поверит ей, это ясно. Галина рано или поздно заметит пропажу креста. «Тебе нужен защитный амулет. Надо сделать татушку», — предложила Таня. Потом она вспомнила. Блин, ты же боль не переносишь. Ну, тогда рисуй вот эту руну каждый день в каком-нибудь незаметном месте». Таня нарисовала ей руну на листке бумаги, и они вернулись домой. Вечером Таня познакомилась с Максом и Галиной. Многозначительно переглянувшись с Милой, она извинилась перед Максом и утащила Милу ночевать к ее тете. Следующим вечером Мила, проводив Таню на вечерний поезд, возвращалась домой. Она уже подходила к подъезду, в наушниках громко и ритмично звучала музыка. Вдруг сзади ее схватили за локоть. Мила подскочила от испуга. Сзади нее стоял один из стариков, которых она видела из окна машины. «Что вам надо?» Старик повернулся к ней незрячими, подернутыми пеленой глазами. «Беги из этой квартиры. Она проклята.
Твой жених не тот, кто...» Сзади раздался низкий кошачий голос, не сулящий ничего хорошего. «Уже вернулась, милая? Беги в дом. Я сам выясню, что этому дедушке надо». Макс, приглашающий, вытянул руку в сторону скамейки. «Присядем? Все-таки возраст», — усмехнулся он. Мила по-настоящему испугалась и была благодарна Максу за то, что он вышел ее встречать. Сбежав домой, она сразу рванула к окну кухни. Оно единственное выходило во двор, но оттуда никого не было видно. Разочарованная, она пошла в ванную. Когда Мила вышла из ванной, она услышала приглушенные голоса из комнаты Галины. Она тихо подкралась к двери. Но вдруг дверь распахнулась. Оттуда вышел Макс. Он вздрогнул, увидев Милу. «Тебе нужна Галина?» «Уже нет. Хотела спросить, не пришел ли ты, но ты уже дома. Все нормально? Что было нужно этому старику?» «Милая, он не в себе. Я даже говорить не начал, а он сполз со скамьи. Я позвонил в скорую. Те приехали, сказали, что инсульт, и увезли. Вот и все, что мне известно. Он что-то говорил тебе?» Мила решила не говорить про слова старика. Макс выглядел очень уставшим, и Мила не хотела вешать на него всю эту чушь. «Да я, если честно, не поняла ничего из его слов», — сказала она. Все последующие дни были заняты свадебными хлопотами. Свадьба прошла отлично. Мама иногда убегала пореветь, а верная Таня помогала во всем и была всегда рядом с Милой. Улучив минутку, она спросила Милу: «Руну рисуешь?» Мила подмигнула. «А то, подмышки». Подруги расхохотались. В ресторане Таня задвинула проникновенную и вместе с тем грозную речь об особой их с Милой связи и с прямыми угрозами всем, кто обидит Милу. Макс скривился при этих словах. Мила заметила это и вопросительно подняла бровь. Макс наклонился к Миле и еле слышно прошептал: «Женская дружба — это чушь. Одна сплошная зависть». Мила отшатнулась от него, словно увидела чужого человека. Но Макс уже улыбался. Он взял ее за руку, они встали и поблагодарили Таню за сердечные слова. После ресторана молодые поехали к себе. Сегодня они были одни. Галина уехала ночевать к подруге. В квартиру Макс решил занести Милу на руках, но обо что-то запнулся и чуть ее не уронил. Когда включили свет, Мила увидела, что на полу валяется Галина сумка. Некоторые вещи из нее высыпались. И среди них она увидела небольшой крест из палок, скрепленный волосами Милы. Тот самый, который они с Таней зарыли в песочнице. Живот скрутило, и Мила еле успела добежать до туалета, как ее вырвало. В качестве свадебного путешествия Макс предложил Прагу. Готические замки, старые европейские улочки, местная кухня. Мила с восторгом приняла такую идею. Накануне отъезда Мила прибежала домой на 2 часа раньше обычного. Зайдя в квартиру, она услышала странную музыку, доносящуюся из их с Максом спальни. Шум барабанов, прерывистая речь. Мила подкралась к двери их спальни и прислушалась. Tum nunc meum est, tum nunc nostrum est, luna mater adiuma me, utinam semper ite sit, in aeternum et in aeternum. Голос она узнала сразу же. Это была Галина. Мила ужасно разозлилась. Да как она смеет входить в их комнату и делать, что ей вздумается? Она с силой распахнула дверь и оцепенела. На полу их спальни кругом горели свечи. Перед этим кругом из свечей лежали фотографии Макса, Милы и Галины. В них торчали иглы, а иглы были связаны между собой треугольником из черной шерстяной нити. В центре круга спиной к двери на коленях стояла Галина. Она была ужасна. В одной ночнушке с распущенными волосами. Женщина тряслась всем телом под ритм музыки и повторяла эти непонятные слова. В руке у нее были ножницы. Галина была в глубоком трансе и не заметила появления Милы. Мила от ужаса завопила. Что здесь происходит? И тут Галина согнулась и резко всем телом развернулась к ней. Впавшие темные глазницы на голом черепе, очень широкий рот, из которого высовывался змеиный раздвоенный язык. Галина раскрыла пасть и зашипела на Милу.
А Мила, не раздумывая, бросилась из квартиры. Мила выскочила из дома и побежала. Остановилась она только у станции метро. Она решила ехать домой к тете, но перед тем, как ехать к ней, она позвонила Максу и рассказала обо всем, что видела. А также и про крест, и про руны на его одежде. Сказала, что пока Галина дома, она ни за что туда не вернется. Макс выслушал ее. Сказал, что все понял, пообещал, что Галина сегодня же съедет. Мила поехала к тете. Тети не было, она уехала в Рязань к ее родителям. Но так даже было лучше. Мила позвонила Тане, рассказала ей все, а потом выпила успокоительное и уснула. Она проспала до позднего вечера следующего дня. Когда она проснулась, на экране смартфона было 7 пропущенных звонков от Макса и куча сообщений от него. Она сразу же набрала его. Пока они ехали домой, Макс рассказал, что Галина сама ничего не помнит, и когда он приехал домой, дома ничего такого, о чем рассказывала Мила, не было. Но учитывая состояние Милы, Макс попросил Галину съехать, пока она поживет на даче их друга, а потом он снимет ей квартиру. Мила с опаской зашла домой. Комната Галины была открыта нараспашку. Она была пустой. Всю мебель Макс вывез к другу на дачу. На стенах были следы копоти, будто свечи стояли к ним вплотную, и не просто свечи, а большие и толстые, какие показывают в фильмах ужасов. Мила провела по следу пальцем. За пальцем потянулся черный след. Он напомнил ей про защитную руну. Сегодня она не нарисовала ее. Но больше она и не понадобится, ведь Галины больше нет. «Милая, иди на кухню, чай готов», — позвал ее Макс. На кухне было уютно. Теплый свет падал прямо на стол, на котором стоял чайник, который выбирала Мила. Из чайника и кружек навстречу свету шел пар. «Пей», — Макс подвинул чай Миле. «Это успокоительный чай, в аптеке так сказали. Посоветовали пить на ночь. Отоспишься дня 2, и все пройдет». Мила сделала пару глотков. Внутри стало тепло. Липкий жар растекся по всему телу, и от него стало спокойно и как-то лениво. Она сидела лицом к окну. Иногда по ночам была видна луна, но сегодня тучи затянули все небо, и было темно. Внезапно погас свет. Так иногда бывало в их домах, но Мила вздрогнула от нехорошего предчувствия. Макс накрыл своей ладонью ладонь Милы. «Не нервничай, посидим при свечах, так даже романтичней». Он выставил на столе полукругом свечи и зажег их. Они отражались в темном окне, образуя целый круг. Круг огня, над которым Мила видела только свое отражение. «Все готово, родной?» — раздался сзади грудной женский голос. Галина. Мила узнала ее сразу. Но растекшееся внутри равнодушие к собственной жизни задавило тревогу, страх и желание хоть как-то бороться за жизнь. Сзади зашуршала одежда. Галина села за стол справа от Милы. Она была совершенно голая, но будто не замечала этого. Она взяла Милу за руку. Мила не глядела на них. Она смотрела на темный квадрат окна, в котором видела огненный круг и свое отражение. Галина стала повторять те же самые слова, которые Мила слышала тогда в комнате. Сначала она говорила спокойно, потом стала нервничать. Ничего не выходит. Взвизгнула она. Я не понимаю. Макс нагнулся над Милой и положил руку ей на живот. «Она беременна!» Он выругался. «Как же не вовремя!» Сегодня последний день полнолуния. С истеричными нотками в голосе произнесла Галина. Ты должен помочь. Раздевайся. Или ты хочешь сохранить ее? «Что ты, голчонок? Уже несколько сотен лет для меня существуешь только ты». Макс встал, разделся, сел слева от Милы, взял ее за руку и заглянул ей прямо в глаза. Глазницы Макса стали проваливаться, внутри появилось пламя. Живот Милы скрутило резкой болью, она дернулась, пытаясь вырваться, но взгляд Макса не отпускал. Он будто вытягивал из нее что-то очень ценное. Это ценное выходило из живота, поднималось через сердце и вырвалось беззвучным криком наружу. «Теперь ты!» Макс отошел от Милы. Галина снова взяла Милу за руку и стала повторять заклинание. Мила смотрела на свое отражение. Оно менялось на глазах, как в кино.
Спал румянец с лица, волосы поседели и стали вылезать клочками. Кожа лица сморщилась. Появился запах старости. В отражении перед Милой сидела старуха, а рядом с Милой сидела обнаженная молодая красавица. Внезапно на небе ветер разогнал тучи, и луна изменила отражение. При свете полной луны Мила увидела себя прежнюю, а рядом сидело нечто с трудом напоминающее людей. Длинные худые туловища венчали небольшие головы. У той, что называла себя Галиной, череп покрывали редкие мокрые волосы, впавшие глазницы без глаз, в которых Мила видела адское пламя, и очень широкий рот, из которого с шипением высовывался змеиный раздвоенный язык. Существа длинными пальцами конечности брали чашку и пили чай рядом с Милой. Страшное чаепитие закончилось, когда луна скрылась за облаками. В отражении снова сидела одна старуха. На ее сморщенном лице ярко выделялись желтые глаза. Мила поняла, что только при лунном свете видна истина, а значит, у нее есть надежда. Оцепенение постепенно проходило. Мила смогла опустить голову. Она посмотрела на свои морщинистые руки с пигментными пятнами. «Сколько мне осталось жить?» Мила сама поразилась своему спокойствию. Галина фыркнула. «Да живи ты, сколько тебе уготовано, если не будешь болтать лишнего, как тот старик. Меня будут искать». Макс поморщился. «Об этом я позабочусь. В Праге ты умрешь. Оскорблю и женюсь на другой». Он перегнулся через стол и поцеловал Галину. Потом он повернулся к Миле, оглядел ее и поморщился. «Тебе пора. Не люблю старых людей». Молодая красивая Галина покошачьи потянулась. «Да, а нам пора заняться делом». Мила вышла из подъезда и медленно пошла к метро. Рядом с ней шли призраки пожилых людей, а к Москве со всех сторон ехали поезда. Они везли новые партии молодых и наивных жертв, уверенных, что именно у них все будет иначе.